Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома. Приобрел я сегодня вот такую грушу. И сейчас я вам покажу, как правильно ее подготовить. Во-первых, обрезаем у корней вот эти вот кончики. Они все равно уже пересохли, и так они лучше примутся. Мы обрезаем корневую систему для стимуляции роста новых якорных корней, за счет которых дерево должно будет держаться в земле. Питается растение при помощи корневых волосков, которые образуются на новых растущих якорных корнях. Питание всегда происходит в зоне роста новых корней. Теперь обратите внимание, что корень очень длинный. И вот здесь он просто-напросто уже мертвый. Поэтому я вот так вот его укорачиваю. Просто-напросто обрезаю секатором. Перед посадкой необходимо обработать корень. Для этого я буду использовать всем известный очень хороший препарат, который называется фитоспорин. Он уничтожит все микробы и грибковые заболевания. Разбавляется он очень просто. Здесь в пачке у меня 10 грамм. 10 грамм нам необходимо развести в 5 литров теплой воды. Хорошенько сейчас я все это перемешаю. И сюда прям я опущу в эту воду корень. И буду его так держать час-два. Согласно инструкции. Если что-то забудете, всегда можете посмотреть, там все подробно написано. Раствор с фитоспорином у меня готов. И теперь в этот раствор я опускаю корень груши. Точно таким же образом можно поступить и с другими плодовыми деревьями. И теперь, придется мне вот так вот на бок опустить, потому что корень все равно длинный остался. И вот таким вот образом я продержу этот корень в фитоспорине час-два. Пока у меня груша проходит обработку, я уже выкопал яму. Яму стараемся выкопать поглубже и пошире, по размеру корня. Для того, чтобы посадить это дерево, нам необходимо, конечно же, удобрение. Я остановил свой выбор вот на таком вот удобрении для плодово-ягодных культур. Оно комплексное и содержит в себе все нужные элементы. Вот так это удобрение выглядит. Розовые и белые гранулы. Использую я для одного дерева для посадки ровно 100 грамм. И теперь нам необходимо перемешать это удобрение с землей. Перемешал я удобрение вместе с землей, и теперь нам необходимо сюда добавить навоз. Но навоз нельзя добавлять свежий, иначе мы навредим нашим корням. Навоз необходимо использовать перепревший. Прошло у меня уже ровно 2 часа, и груша у меня обработана. Теперь необходимо примерить грушу в этой яме, чтобы корни себя чувствовали свободно. И сразу же я примеряю палку, где буду вбивать. Вбил я палку, и теперь необходимо грушу привязать. Сначала я делаю оборот вокруг палки, завязываю на 2 узла. И теперь уже буду привязывать само дерево, чтобы дерево чувствовало себя свободно в этом узелке, чтобы сильно не затягивать ни в коем случае. Для чего вбивается в палка? Для того, чтобы при сильном порыве ветра у нас не раскачивала грушу. Если будет раскачивать, то, естественно, груша у нас еще не прижилась и будет постоянно корни шевелить. Тем самым может привести к гибели дерева. Палка вбита, груша у нас привязана, и теперь можно легко и свободно засыпать яму. Одному человеку так проще. И теперь чередую я, как всегда, землю и перепревший навоз. Еще что хотел вам сказать. Когда я добавил минеральные удобрения, я сразу добавил навоз. Нельзя допускать контакта корней с минеральными удобрениями. Поэтому я сразу же добавил навоз. И теперь вот таким вот образом я засыпаю всю яму, чередуя навоз перепревший и землю. Все, яму я засыпал уже землей. Обратите внимание, что уровень земли у меня находится ниже прививки. Вот эту вот прививку ни в коем случае нельзя засыпать землей. Груша может пропасть. И теперь, как всегда, производим обильный полив груши. Все, вода у меня практически впиталась, и теперь я сверху
присыпаю яму перепревшим навозом. Посадка груши у нас завершена. Как видели, все делается легко и просто. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.